Привет, армия. Тэхён сидит на коленях у Чингука. У него дрожат руки, Тэкук, момент, который растопил наше сердце. Сидят рядом, счастливо смеются, опираются друг на друга без слов. То, что вы видите в Тэхёне и Чингуке, это не просто обычная близость. Это язык, понятный только сердцу, маленькие невысказанные моменты, которые говорят громче тысячи признаний. Как на фотографии, которая недавно стала вирусной, Тэхён удобно сидит на коленях у Чингука, прижавшись к нему, словно дом, который, как он знает, никогда не рухнет. Чингук обнимает его сзади, защищая, касаясь его волос, смеясь вместе, и все это кажется таким естественным. Два молодых человека в одинаковых нарядах сидят в частном самолете. У Тэхёна простуда, у него заложен нос. Но вместо того, чтобы позаботиться о себе, он решает опереться на Чингука. И что делает Чингук? Он не только позволяет себе быть плечом, на которое можно опереться, но и с любовью гладит Тэхёна по волосам, смеется, когда салфетка прикрывает лицо друга, и смотрит на него так, будто мир замер. Это не просто обычное внимание, это молчаливая, чистая и теплая форма любви. Чингук показывает, что его сердце умеет отвечать взаимностью, ничто не принуждает, все течет естественно, и это сила, которая делает Тэхёна таким трогательным. Если присмотреться, жесты Чингука говорят гораздо честнее слов. Когда Тэхён сидит у него на коленях, рука Чингука не просто молчит. Он нежно гладит Тэхёна по голове, словно успокаивая ребенка. Это не просто забота, это защита, рожденная глубоким чувством. И знаете что? Другая его рука, та, что не видна в кадре, как полагают многие фанаты, крепко обнимает Тэхёна за талию, словно говоря: «Я не отпущу тебя, ни сейчас, ни когда-либо». В совместном смехе нет ничего необычного, но когда Тэхён и Чингук смеются, в их отношениях царит совершенно другая энергетика. Они не просто дополняют друг друга, они дарят друг другу свет. Чингук смеется, видя Тэхёна с салфеткой в носу, но, более того, их взгляд полон любви, гордости и утешения. Тэхён не сдерживается, это он. Даже испытывая боль, он решил быть рядом с Чингуком, а Чингук? Он никогда не отводил взгляд. Многие говорят, они просто друзья. Но, честно говоря, сколько друзей сидят друг у друга на коленях, гладят друг друга по волосам, смеются в объятиях и ведут себя так, будто они единственные двое на свете? Отношения Тэкука — это те отношения, которые трудно объяснить, но легко почувствовать. Они не просто близки, они связаны таким образом, который невозможно измерить обычными стандартами отношений. Даже без слова «любовь» мы можем почувствовать это потому, как они смотрят друг на друга. У Чингука, Макне, известного своей силой и независимостью, на самом деле есть более мягкая сторона, которая проявляется только рядом с Тэхёном. Перед другими он спокоен и харизматичен, но рядом с Тэхёном он становится заботливым, оберегающим, что самое удивительное, уязвимым. Он не стесняется показывать свою уязвимость, и только Тэхён может заставить его чувствовать себя достаточно безопасно для этого. В то же время Тэхён, визуал со спокойной харизмой, по-настоящему открывается только рядом с Чингуком, он может опереться на него, смеяться без ограничений и быть уязвимым. И даже когда он болен, он не стесняется показывать свою уязвимую сторону, потому что он знает, Чингук не уйдет. Чингук не из тех, кто легко открывается, он рос младшим, постоянно учась быть сильным, выдерживая давление и пристальное внимание мира. Но рядом с Тэхёном эти стены рушатся сами собой. Тэхён — единственный человек, который может без усилий пробить защитный слой Чингука, всего один взгляд, одна теплая улыбка, и мир Чингука мгновенно становится надежным убежищем. Под силой и стойкостью айдола мирового уровня Чингук скрывает мягкую, хрупкую и любящую сторону, и только Тэхён может коснуться этой стороны. Мы часто видим, как Чингук уделяет Тэхёну особое внимание. Это не обычное внимание, а пристальное. Он узнает все маленькие привычки Тэхёна, от того, как тот кусает губу, когда нервничает, до того, как меняется его дыхание, когда он устал. Чингук любит не только харизматичный сценический образ Тэхёна, но и его самую человечную сторону, когда Тэхён не идеален, когда падает, когда чувствует себя неполноценным. И именно в эти моменты Чингук появлялся, не как герой, а молча стоя рядом с ней, ничего не ожидая взамен.
такую любовь невозможно подделать. Их отношения выросли не просто из физической близости, они выросли из давней духовной связи. Чингук видел в Тэхёне не просто товарища по группе или друга, он видел в нем человека, который всегда был рядом в каждый важный момент его жизни, того, кто никогда не уходил, даже когда все вокруг менялось. Возможно, именно поэтому любовь Чингука была так глубока, потому что он знал, что за всем блеском, славой и хаосом мира остается лишь одно – Тэхён. Они делали это не для камер, не было сцены, не было зрителей. Просто два сердца, соединившиеся в тишине. Это фото, это видео, этот момент – все это произошло за экраном, в уединенном пространстве, где не нужно было быть милым. Но они все равно это сделали. Потому что такими они были. А фанаты? Они все это запечатлели. Почему Тэхён выглядит таким довольным? Почему Чингук всегда рядом с ним, независимо от ситуации? Потому что любовь невозможно скрыть. Даже если они никогда не говорят об этом вслух, мир это видит. Их одинаковые наряды, их необычные позы, их нежные прикосновения к голове и радостный смех, озарявший их лица, все это было частью пазла любви, более глубокой, чем кто-либо мог себе представить. Чингук был рядом с Тэхёном не просто так, он был рядом, чтобы защитить его, чтобы молча любить его и чтобы быть его незаменимым домом. Это не фан-сервис. Это любовь, которая растет со временем. Когда Тэхён заболел, она выбрала Чингука, это не было спонтанным решением, это было дело сердца. Чингук коснулся ее, как тот, кто любит ее, не просто друг. Армии по всему миру едины в одном убеждении. Тэкук не вымысел, они реальны. Их любовь не подлежит сомнению, это нужно праздновать. Мы не знаем, что происходит за закрытыми дверями, но иногда любовь не нуждается в словах. Любовь – это когда ты выбираешь одного человека, снова и снова, несмотря ни на что. И именно это Чингук сделал для Тэхёна. Каждый смех, прикосновение и взгляд шепчут истину, которую мы всегда чувствовали, Тэкук не просто близок, они созданы друг для друга. А любовь Чингука сильнее, чем вы можете себе представить. И когда мир задался вопросом, где реальность, а где фан-сервис, Тэхён и Чингук, без единого слова, ответили на все одним молчаливым объятием, одним нежным прикосновением и искренним смехом. Вирусное фото Тэхёна, сидящего на коленях у Чингука, слегка дрожащими руками, но, казалось бы, спокойными сердцами, покорило миллионы сердец. Никаких официальных камер, никакого сценария, только два человека, которые решили быть рядом и остаться. В тишине салона частного самолета они делили не только пространство, но и эмоции. Чингук обнимал Тэхёна не для того, чтобы за ним наблюдали, а потому, что его сердце точно знало – это то самое место. И Тэхён, болеющий гриппом, не выбирал кровать или плюшевую подушку, он выбрал колени Чингука. Ведь иногда дом – это не здание, а человек. Армии по всему миру знают, что это больше, чем просто мгновение. Это доказательство того, что любовь в ее чистейшей форме не всегда выражается словами. Ее просто нужно почувствовать. И на этот раз мы все это почувствовали. Тэхён – невыдуманная история. Это настоящая история, которая не нуждается в дальнейшем повествовании, потому что их язык любви говорит за всех нас. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly I'm not one to bluff.